Dreamy F9 был настоящим драконом. 90% на среднем ковре, 99-100 на ламинате и ковролине. Единственная проблема – навигация с обзорной камерой. Робот бьется в препятствия бампером и не обметает ножки мебели. Но в конце 2023 года появился Dreamy F9 Pro. Стоит чуть дороже, вместо камеры лидар, помогающей объезжать высокие объекты, остальное вроде бы осталось прежним. Удалось ли решить проблему навигации и сохранить качество уборки на прежнем уровне? Попробуем разобраться. Покажу комплектацию Dreamy F9 Pro. Она абсолютно такая же, как у D9 Max. Робот-пылесос, док-станция стандартного типа, адаптер с евровилкой, единственная торцевая щетка, ее нужно установить снизу пылесоса, швабра со встроенным бачком и закрепленной салфеткой, краткий мануал на английском, условия гарантии на русском и подробная инструкция на разных языках. Комплектация мало чем отличается от большинства пылесосов. В коробке только то, без чего нельзя обойтись. Через полгода расходники нужно будет докупать. Характеристики F9 Pro почти такие же, как у F9. Отличается только аккумулятор. Емкость уменьшили с 5200 до 3200 мАч. Именно этим объясняется небольшая разница в стоимости. В плане дизайна Dreamy F9 Pro такой же, как Dreamy D9 Max, о котором я подробно рассказывал в недавнем обзоре. Ссылка под роликом. То есть не просто сделан в том же стиле или похож, а именно точно такой же. Черный D9 Max отличается от F9 Pro, потому что он черный. F9 Pro бывает только в белом исполнении. А вот в белом корпусе эти роботы как две капли воды. Если вкратце, F9 Pro это кругляш сиамишного типа. Наверху лидар, впереди прорезь датчика. Пылесборник с откидной стенкой. Внутри два фильтра, HEPA и сетка. Главный рабочий инструмент – плавающая турбощетка в рамке со шторками. И здесь мы находим единственное отличие, которое запутывает нас еще больше. В раструбе под турбощеткой имеются ребра самоочистки, которые были у первых партий D9 Max и которых уже нет в новых партиях. Получается, Dreamy F9 Pro – это точная копия Dreamy D9 Max на момент его первого появления на рынке. Зачем такие маркетинговые ухищрения, я просуждал в телеграм-канале. Кстати, не забудьте подписаться. А здесь под роликом я попрошу написать владельцев F9 Pro, распутывают ли эти ребра щетку при регулярной уборке или нет. Свое мнение скажу по итогам тестов. Установка приложения стандартная. Войти в аккаунт Dreamy Home, просканировать QR-код и следовать подсказкам на экране. Подключение заняло 2 минуты и не вызвало никаких затруднений. Dreamy F9 Pro автоматически делит квартиру на комнаты. В редакторе можно менять их границы, устанавливать зоны разного типа, включая запретные для влажной уборки. Параметры можно настраивать для каждой комнаты в отдельности. Полный список функций на экране. Приложение полностью русифицировано, включая голосовые подсказки. При необходимости можно законнектиться с Яндекс.Алисой. Из особенностей можно выделить разве что тщательную влажную уборку, во время которой пылесос вытирает плотными зигзагами, по сути, проходя каждый участок дважды. Надо ли говорить, что такая функция есть у Dreamy D9 Max? Переходим к испытаниям. После запуска в комнате F9 Pro обошел периметр, затем обработал помещение зигзагами. Пылесос замечает шторы и объезжает их как препятствие. Едет параллельно стене, несмотря на отсутствие бокового датчика. Сушилку переезжает с переменным успехом, как и другие пылесосы такого типа. Главное, что не застрял и никуда ее не затолкал. На темные ковры F9 Pro, в отличие от D9 Max, заезжает нормально. Для кого-то это может стать важным фактором. Препятствие, попадающее в поле зрения лидара, обметает. В моем случае даже заранее притормаживал перед черными ножками письменного стола. Проходимость порогов хорошая. 15 мм перескакивает налегке, 20 переезжает даже со шваброй. На больших площадях Dreamy F9 Pro действует рационально. Убирает комнату за комнатой в заданной последовательности. Не тупит, повторных проходов не совершает, обрабатывает каждый закоулок. На максималках батареи емкостью 3200 мАч хватило на 64 минуты, за которые пылесос успел обработать 74 квадрата. Когда заряд упал до 15%, пылесос отправился на подзарядку. Естественно, Dreamy D9 Max со своими 5200 мАч успевал сделать больше. Но для квартиры в 2-3 комнаты производительности F9 Pro вполне достаточно. Уровень шума такой же, как у D9 Max. 54-70 дБ в зависимости от выбранного режима.
При тестировании на щелевом стенде в очередной раз убеждаемся, что сила всасывания – это просто надпись на коробке. Со своими скромными 2500 паскалями Dreamy F9 Pro всплошную зачистил 2 мм, основательно 4, пунктиром 6, местами 8. Для сравнения можете посмотреть, как справился с щелями Roborock S8 Plus с силой всасывания в 6000 паскалей. Ссылка под роликом. Стыки плиток и щели в паркете F9 Pro почистит, но как он справится с сухой уборкой в целом? Сейчас узнаем. В процессе тестирования робот делает 2 прохода зигзагами и вдоль стен. Большую часть мусора на ламинате убрал с первого же проезда, а со второго подобрал остатки соринок на периферии. 98%. Топовый результат. Крошки и хлопья остались только в углах. Хотя в целом качество очистки углов высокое. Мусор остается в 3-сантиметровой зоне, остальное пространство зачищено. Лучше только у D-образных роботов, например, у Лиги D8. Силы всасывания хватает, чтобы затягивать песок из-под турбощетки, но в слепых зонах пылесос оставляет песчинки, причем в немалом количестве. F9 Pro собрал 91% при среднем результате 94% у пылесосов такого типа. Зато на ковролине показал мастер-класс. Основательно почистил с первого проезда, причем с минимальным разбросом по сторонам. В одном из углов оставил больше соринок, чем хотелось бы, зато хорошо почистил вдоль стен и показал 98%. Пылесос хорошо заметает соринки с поверхности среднего ковра, но оставляет много мусора в глубине. Турбощетка заглаживает ворс, а прочесать как следует не может. Результат такой же, как у большинства аналогов среднего класса. С учетом погрешности измерения, Dreamy F9 Pro показал то же самое, что Dreamy D9 Max. Однако, несмотря на возможные погрешности, приходится констатировать, что старенький F9 выступал убедительнее. Цифры сами за себя говорят. Чем объясняется разница результатов при сопоставимой мощности и конструкции? Имеют ли какое-то значение прорези на ламелях, которые были у F9 и которых нет у F9 Pro? Обо всем этом предлагаю подискутировать в комментариях. После сухой уборки турбощетка наматывает на себя волосы. Если ребра в раструбе как-то и снижают наматывание, то незначительно. Во всяком случае, особой разницы по сравнению с обычными пылесосами я не заметил. А сейчас супер лайфхак от Бестробота. Чтобы не возиться с постоянно наматывающимися на щетку волосами, ее можно заменить на резиновый валик от Dreamy L10 Ultra, D10S Plus, любой другой модели Dreamy и даже на валик от Roborock. Валик не наматывает волосы и всегда остается чистым. Пора проверить влажную уборку. Ставим робота в загон с кофейными пятнами, выбираем в приложении нужную опцию и со словами «Начать сухую зональную уборку». пылесос принимается вытирать полы. В режиме тщательной уборки Dreamy F9 Pro проходит один раз вдоль стен, а затем зачищает основное пространство перекрестными зигзагами. Производительность при таком режиме вдвое меньше, чем при ежедневной уборке, порядка 0,5 квадратного метра в минуту. Зато с первой попытки середина стенда уже чистая. По краям понадобился еще один проход, но ситуацию он не исправил. В углу не промыто 18 сантиметров, а по периметру 10. На стенде, где много сочных пятен, пылесос осознал свою ошибку и решил все сделать правильно. Начинаю влажную уборку. И действительно, середина чистая за 2 прохода. В углу не домыл 12 сантиметров, вдоль стен 8. Гораздо лучше. Вот что значит правильный настрой. Из интереса я провел грязевой тест. С первой попытки F9 Pro размазал грязь по стенду. Обратите внимание, что салфетка загрязнена неравномерно. В одних местах комки земли, в других белая микрофибра. Швабра плохо прилегает к полу, поэтому оставляет полосы и адские разводы со второй и третьей попытки. Если хотите добиться чего-то большего, почувствуйте себя модельером и сшейте пылесосу более плотную салфетку. А в стандартном исполнении она годится лишь для профилактической протирки. Подведем итоги. Dreamy F9 Pro. Полная копия первых выпусков Dreamy D9 Max. А почему роботу дали такое название? Большой-большой секрет, о котором мы расскажем в Телеграме. Проблему навигации, которая была у предшественника, решили. F9 Pro обметает предметы и действует максимально аккуратно, как для робота с лидаром. Аккумулятор не такой мощный, поэтому в больших квартирах роботу будет некомфортно. Оптимальная локация – квартира в 2-3 комнаты. Сила всасывания такая же, как раньше. F9 Pro на топовом уровне убирает ламинат и ковролин, адекватно собирает соринки на среднем ковре, хотя и уступает обычному F9. Влажная уборка чисто профилактическая, чудес от нее ждать не стоит. По системе оценки Bestrobo Dreamy F9 Pro набрал 57 баллов и вошел в 20-ку лучших. Если ценник удержится на уровне 17-20 тысяч рублей, думаю, F9 Pro будут сметать с маркетплейсов как горячие пирожки.